Cadix не перестает нас радовать своими продуктами, и сегодня мы будем смотреть на самые дешевые цифровые очки, которые когда я либо встречал на рынке FPV, и называются они Walksnail Avatar Goggles L. И как вы уже, наверное, догадались, спонсором данного видеоролика сегодня является компания Cadix, которая любезно предоставила мне на обзор данную коробочку. Вы на канале Жукарама FPV Влог, я Михаил. И сегодня в данном видео мы не будем тестировать данные очки на дальнобойность. Поверьте, данного материала снято огромное количество другими блогерами, и вы с ними можете ознакомиться отдельно. Сегодня же мы будем смотреть на эргономичность и на функциональность данных очков. Давайте вот так вот пока чисто визуально, на первых ощущениях, субъективно, да, как вот без этого. Ну, вы купили очки, и вам прям вот сразу все нравится, да. Ну, мне, в принципе, тоже нравится. Очки не выглядят дешево, пластик очень качественный, гладкий, никаких зазоров нету, сборка превосходная, ничего не скрипит. Не трещит, щелей нету, придраться, если честно, мне не к чему. А вот такой вот ремень замечательный на вот таких вот петлях, петли на гайках, винтах, но не знаю, спорно, как по мне, потому что, в принципе, это все выкручивается и, в общем-то, теряется. Но ничего не мешает нам это как бы открутить и пришить, да, ну, если уж вы хотите прям вот такой супер надежности. Маска из какого-то пористого материала, мне кажется, маловато она не будет. Именно по форме лица она узковата, да, потому что у меня чуть пошире лицо. Ну, не знаю. С другой стороны, надо сейчас попробовать напялить, посмотреть. С этой стороны, где у нас переносится, ничего нету, никакой мягкой прокладки. Да, это может быть проблемой. Сам ремень, ну, в принципе, тянется неплохо. С тыльной стороны, с затылка есть вот такая вот, такой вот упор, да, он мягкий. Здесь, кстати, такой материал, он, ну, чтобы типа башка, наверное, не потела, пористый тоже. С обратной стороны ремня у меня почему-то нету антискользящего вот такого покрытия. На первых версиях очков данное покрытие, видимо, было, здесь уже нету. Вентиляционное отверстие сверху, сбоку, LED-подсветка, органы управления. Об этом сейчас чуть позже будем разговаривать. А мы сейчас смотрим, как я уже говорил, вот чисто на первом ощущении. По первым ощущениям очки мне очень нравятся. Такие компактные. Блин, если они еще работают офигенно, это, конечно, будет просто бомба. А где у нас здесь слот для SD-карты? Говорят, что где-то вот здесь вот. Да. Кстати, на липучке вот это все дело, да, вот здесь у нас слот под SD-карту. Опять же, кстати, если карточку мы будем периодически вынимать и вставлять, да, вот здесь вот у нас может возникнуть проблема с материалом маски. Ну и с самим вот этим вот клеевым, ну, как сказать, не клеевым, таким липким основанием. Оно может немножечко загадиться и особо не липнуть. Но, опять же, эксплуатация покажет. Здесь у нас вот есть, я вижу, два отверстия для того, чтобы мы могли закрепить специальные линзы для с диоптриями. Да, вот у меня минус 3, один глаз минус 3, другой минус 2,75. Но я ношу линзы, и мне вот интересно, как я, соответственно, буду видеть в этих очках. Кстати, в Кобре, в скайзонах я прям отвратительно себя чувствую. Вот, надеюсь, здесь я буду чувствовать себя более лучше. У нас на самом деле здесь в очках один экран и специальная как бы линза, которая делит изображение на два, чтобы оно попадало к нам, соответственно, в оба глаза. Но давайте дальше по очкам. В принципе, мне пока все нравится. Что у нас еще в коробке лежит? Вот такая вот коробка в коробке. Ага, здесь у нас больше ничего нету, по-моему. Ну, сейчас заберемся. Коробка в коробке, а в ней тряпочка с принтом Walksnail. Вот такой какой-то мануал. О, хороший чехольчик, смотрите, прям такой зимний. Блин, можно прям
варежки заменяет. Он с одной стороны из такой балоневой ткани, принт Walk Snail, а с обратной стороны у нас такая мягенькая ткань, типа, не знаю, бархат или не бархат, что это. Ну, короче, мягенькая, типа флиса такого. Прикольно. Реально теплый. Если не носить очки, можно использовать как, соответственно, перчатку. Шутка. Кстати, очки сюда помещаются. Давайте посмотрим, каким вот образом. Чехол прикольный, блин, мне нравится. Он, конечно, не жесткий, но этого абсолютно достаточно для того, чтобы перемещать очки в рюкзаке. Супер. Супер. Чехол классный. Walk Snail, блин, лайкос, реально просто мне нравится. Что-то мне чехол больше очков пока нравится. Так, ну и, естественно, остается у нас здесь вот такой кабель. Кабель для подачи питания на наш шлемак или очки. Мы пока не определились, вернее, я пока не определился, что это такое. Длина, я думаю, стандартная. Сколько тут примерно? Блин, конечно, в машине сложно это все оценить, но примерно, так, метр есть, наверное, 1,20 м. Вот. Но это не точно, ребята. Что еще у нас здесь в коробке? Вот это, что это? Что это такое? Почему она в пакете? Странно. Почему она в пакете? Ну, в общем, какая-то фигня в пакете. И очки, кстати, у нас почему-то были не в пакете. Вроде как, да, я вынул. Может быть, забыли надеть в пакет этот на очки, но бог с ним. С техническими характеристиками данных очков можно подробнейшим образом ознакомиться на сайте Cadix FPV. И поэтому я, ребята, особо сильно не буду вдаваться в детали. Скажу лишь, что несмотря на достаточно демократичную стоимость данных очков в 200 баксов, тут у нас установлен дисплей размером 4,5 дюйма и разрешением 1920 на 1080p. А в очках используется современная технология кодирования видеопотока H265. Обеспечивается передача видео с разрешением 720p и 1080p, частотой кадров 60 fps. Прием картинки на скоростях до 50 мегабит в секунду. Это на самом деле не хуже топовых иксов или вот, например, даже вот таких вот Walk Snail Avatar очков первой версии. Как и более дорогие очки Goggles L поддерживают всю линейку выпускаемых воздушных модулей Walk Snail VTX, то есть от самого древнего модуля первой версии до последнего. Вся линейка без исключения. Это на самом деле несомненное преимущество продукции Cadix FPV перед другими производителями. В отличие от DJI, которые любят исключать поддержку более младших версий своей продукции при выпуске более старших. Так, питание Goggles L осуществляется от внешней батареи напряжением от 6 до 25 вольт. Это у нас паки от 2S до 6S, что дает нам свободу выбора источника питания. В очки у нас встроен 9-осевой гироскоп. Программное обеспечение очков позволяет дистанционно, используя антенны, встроенные в очки, управлять подвесами, выпускаемыми компанией Cadix FPV, что на самом деле, на мой взгляд, очень удобно, но вряд ли пригодится большинству новичков, а именно, в принципе, на данный сегмент рынка и заточены данные очки. Что касаемо антенн. В очках у нас используются 4 антенны, то есть две фронтальные антенны, это патчи с коэффициентом усиления 4,9 dBm, и две антенны круговой поляризации, которые располагаются вот таким вот образом вот здесь вот у нас. С правой стороны очков вы найдете ряд основных элементов управления. Слева у нас находится 5D джойстик, который позволяет нам прокручивать меню и подтверждать выбор, переключая и нажимая кнопку. Далее у нас кнопочка «Назад» для возврата в предыдущее меню и выхода из текущего режима. Далее у нас следует кнопка, предназначенная для запуска и остановки видеозаписи. И последняя потайная скрытая маленькая кнопочка – это кнопка Link, которая позволяет подключить очки к цифровым VTX. В нижней части очков находится разъем для подключения аккумуляторной батареи
и 3,5 миллиметровый порт, с которого мы можем снять PPM-сигнал для отслеживания положения головы, который в дальнейшем, в смысле сигнал, может нами использоваться для управления различными подвесами сторонних производителей. Ну, я не знаю, в общем, это достаточно специфическая такая вещь, и для новичков, я думаю, вряд ли будет тоже полезно. Но вот что вы не найдете в данных очках, так это разъем USB Type-C. А это значит, что вы не можете выводить изображение с данных очков на смартфон, как это можно было делать в X, или вот, например, в очках Valksnail Avatar более ранней версии. Вот здесь вот у меня есть разъемчик Type-C, к которому без проблем подключается смартфон. Обновление Goggles L осуществляется при помощи карты памяти, которая, как вы помните, установлена у нас вот здесь вот под маской. То есть на карточку мы записываем специальный бинарный файл с прошивкой. 8 секунд удерживаем кнопку линка. И очки у нас через какое-то время переходят в режим прошивки. На самом деле это все абсолютно идентично прошивке любых очков от Caddx FPV, будь это X или, например, вот мои очки самой первой версии. Что касаемо меню данных очков, оно абсолютно идентично X или очкам вот первой версии. Кому интересно, можете посмотреть обзор на Valksnail первой версии. Там я подробнейшим образом разбираю меню. Здесь же я не смогу вам его показать и вывести в достаточном качестве на экран, потому что здесь у нас, как вы уже поняли, отсутствует USB Type-C разъем, который позволяет выводить картинку с очков на смартфон. И целиться туда, если честно, чем-то, какой-то камерой или тем же смартфоном, ну, так себе, если честно, занятие. А теперь давайте поговорим об эргономике Эльки. Насколько удобно данные очки сделаны, насколько удобно ими пользоваться и с какими сложностями вы можете столкнуться, приобретя данные очки и начав их эксплуатацию. Для этих целей я выехал на локацию для того, чтобы полетать в данных очках и немножечко сравнить их со своими старыми Valksnail аватарами первой версии. Давайте посмотрим этот сюжет и сделаем для себя, наверное, какие-то выводы. Так, парни, значит, что хочу сказать по очкам. Сразу, когда их надеваешь на голову, очень сильно чувствуешь вот этот вот вес, который, ну, заставляет эти очки как бы свисаться с вашей башки. Вот, возможно бы, скорее всего, даже, наверное, точно проблему бы решил третий ремень, вот так вот трехточечный, но почему-то здесь его не предусмотрели. Сидят они, если честно, не очень плотно. Вот, прям чувствуется, что это все-таки не очки, а как бы, ну, наверное, шлем, да, логично. Значит, по картинке, у меня, правда, коптер сейчас выключен, значит, я вот сейчас переключаю свои глаза с очков на шлемак, и, если честно, я чувствую прям, ну, дискомфорт. Хотя экран вроде очень-очень четкий. Давайте включим коптер. Да, третьего ремня вот здесь вот не хватает, трехточечный ремень. Во-первых, давит на переносицу, и, блин, мне приходится реально фокусироваться на экран, потому что либо мне нужны корректирующие линзы, хотя я сейчас сам нахожусь в корректирующих линзах, у меня сейчас, я без очков, но я в линзах, да, у меня сейчас зрение типа должно быть стопроцентное. Вот, но чувствую я себя в них не очень комфортно. Вот, более того, Caddx что-то здесь размахнулись с экраном настолько, что я, например, вот если сажаю вот так вот очки, ну, более-менее нормально, они у меня вот так вот сидят, да, я не вижу нижнюю полоску. Да, вот эту нижнюю строчку я ни хрена не вижу. Вот. А когда задираю вверх, да, чуть-чуть, вот, ну, перемещаю очки вверх, я начинаю видеть верхний экран. Сверху, здесь сверху располагается экран, вот так вот располагается зеркало. Вот. Я вот этот экран вижу. Блин, как-то, ну, не знаю. Но картинка, что по мне, кажется, блин, намного лучше, чем вот в моих Valksnail первой модификации. Давайте полетаем. Ага, вот, запись пошла.
Блин, стримак, я вообще практически ничего не вижу. Ну, блин, мне надо что-то, наверное, какой-то корректор зрения, что ли. Попробую полететь. Ой. Я вообще смогу долететь до того места? Блин, охрененно. В общем, в очках в этих я вижу очень плохо. Очень. Мне они не совсем подходят. Так, начался фокус-мод. Так, что за фигня? Ой-ой-ой. Ой. Так, я упал. Я упал. Я упал, хер знает где. Так, я уже слышу бизер, где-то вот здесь вот пищит. Кстати, нашел я по вот этому, по информации в очках сейчас 28 метров типа до коптера. Где-то вот здесь вот. Очки показывают, что коптер должен быть вот в этом направлении. Да, вот он где-то здесь пищит, вон он лежит. Так, все окей, коптер я нашел. А теперь причина, да, почему это произошло. Потому что, в принципе, мои глаза не перестроились. Вот с Valksnail'ов аватар первой версии, с нормальных очков, к которым я привык, вот, на вот этот вот шлемак. Так, стоп. Вот сейчас вы мне скажете: мужик, что ты тут нам паришь, условно, глаза у тебя не перестроились, очки виноваты. Ты реально словил фриз, растерялся, облажался и, в общем-то, не смог выровнять коптер и упал. Нет, ребят, на самом деле не так. Из любого подобного фриза можно спокойно абсолютно выровнять коптер и, в общем-то, выйти в горизонтальный полет без падений. Таких случаев у меня было просто огромное количество. Я бы вам сейчас это не говорил, если бы это реально было так. Тут же получилось то, что я не четко видел перед собой всю картину из-за того, что вот эта вот система линз давала мне в глаза не совсем корректную для меня, опять же, я скажу, картинку. И, в общем, произошло то, что произошло. В данном шлеме, как я уже говорил не раз, наверное, в этом видео, всего лишь один экран и специальная линза, которая делит изображение вам, соответственно, в каждый глаз. Вот, возможно, по этой причине мои глаза это не очень хорошо воспринимают. Я еще раз говорю, что у меня сейчас зрение, в принципе, должна быть единица, потому что я нахожусь в корректирующих линзах. Вот, но, блин, я не знаю, почему я не смог перестроить свои глаза именно на работу с данными очками. И еще я делаю вывод, что мне, скорее всего, эти очки не подойдут. Вернее, шлем, да, давайте называть его уже теперь шлемом. Что мне этот шлем не подойдет. У меня, в принципе, такая же фигня, когда я надеваю кобру, да, вот Skyzone. Вот, в общем, такой же дискомфорт, такое же двоение, какое-то мыло по краям. Это я не хочу сказать, что данные очки, они как какие-то там, не знаю, дефектные или еще что-то. Это просто для меня они не подходят. К чему весь этот разговор? Прежде чем купить данные очки, я рекомендую все-таки их надеть и посмотреть, как вы себя в них будете чувствовать, да, нормально ли, комфортно ли. Вот. Сейчас я еще раз все-таки попробую полетать, но уже вот здесь поблизости, чтобы далеко не ходить, потому что, ну, блин, интересно. Ну, картинка в них офигенной четкости, просто, мне кажется, даже лучше, чем в Valksnail'ах аватар первой версии. В иксах я летал очень редко. Давайте попытка номер 2. Летаем в Goggles L. Смотрим на битрейт и на задержки. Непрямая видимость, смотрю я в сторону дрона, расстояние более чем 100 метров, и битрейт у меня здесь прыгает, потому что я пролетел сосну, но в целом 25 мегабит, 36 миллисекунд, это абсолютно нормальное явление. Подлетаю к себе, здесь все должно быть стабильно, без проблем, но вот я залетаю за спину,
и битрейт, соответственно, должен падать. Ну вот он еще пока не падает, но вот сейчас уже начнет, задержки начнут расти. Ну вот смотрите, битрейт начал падать, делаю разворот, где-то 6, 7, 8 мегабит в секунду, задержки там что-то до 90 миллисекунд даже скаканули. Ребят, ничего вообще необычного я не вижу, абсолютно такая же ситуация у меня на очках Valve Avatar первой версии, я думаю, на иксах будет абсолютно так же. Но есть нюансы, эти очки стоят $200, а даже сейчас V1 очки от Valve стоят, я думаю, порядка $300, это точно. Для тех, кто, собственно, не слушал в начале, я в этом ролике не тестирую дальняк, а мне интересно просто полетать именно в таких вот условиях, где есть препятствия, как будет, в общем, передаваться видеосигнал. И ничего необычного, если честно, я здесь не увидел. Очки себя ведут вполне достойно, несмотря на свою, так сказать, очень хорошую цену. Что в итоге можно сказать про данные очки? Очки получились очень неплохие. Ну, по крайней мере, мне так кажется, по исполнению, по дизайну мне вообще придраться не к чему. Единственное, что это, опять же, чисто субъективщина, да, вот для меня. Очень маленькая маска на лицо мне прям садится очень плотно. Я не хочу сказать, что у меня прям такое какое-то широкое лицо, у меня обычное лицо, но прям, ну, очень маленькое, да, вот со стороны висков есть засветы, плюс, как я уже говорил, вот здесь вот у нас нету никакого уплотнения и очень неприятно давят очки на переносицу. К тому же, мне кажется, здесь надо было предусмотреть петлю, чтобы сделать еще один ремень через макушку, да, потому что этим самым мы избежали бы вот этого вот свиса. Да, вот неприятного, он постоянно свисает и давит на переносицу. Потом, очень большой дисплей, как ни странно. По идее, это должен быть, наверное, плюс, но это на самом деле минус данных очков, потому что все растянуто по углам. А самое интересное, что данную ситуацию не спасет даже то, если передвинуть информацию OSD ближе к центру экрана. Просто экран настолько большой, что когда вы смотрите, соответственно, в очки через вот эту линзу, да, вы его целиком не видите. Вы не видите его краев. И чтобы увидеть края данного экрана, вам приходится смещать вправо-влево, вверх-вниз сами очки. Потом, как я уже говорил, надо, конечно, мерить перед покупкой обязательно, потому что такая вещь очень индивидуальная, чисто по глазам. Мне данные очки не заходят по физиологии моих глаз, потому что я, еще раз повторюсь, я, например, не могу летать в шлемаках, где один экран и где вот эта вот линза, разделяющая изображение. У меня жуткий дискомфорт и начинается головокружение, но неприятно. Что в плане рекомендаций данных очков к покупке для новичков? Да и вообще, в принципе, для тех людей, кто на них сейчас смотрит. А если вы новичок, я думаю, несомненно, вам стоит обратить на данный продукт внимание, потому что очки очень достойные по своей цене и по своему качеству. Это просто на текущий момент бомба. Если вы хотите зайти в хобби именно с цифровой видеосистемой, лучше, мне кажется, вы не найдете. Еще раз повторюсь, изображение в данных очках меня просто вот, ну, прям удивило, поразило. Очень все прям четко, качественно, если бы не одно но, да. Если у вас, соответственно, чисто физиологическая совместимость с данными очками будет, вы будете, я думаю, абсолютно счастливы, купив их. Остальным же, да, я рекомендую в первую очередь, наверное, перед покупкой найти товарища с данными очками или где-то в магазине, в общем, найти эти очки и в первую очередь на себя надеть, потому что вы можете столкнуться с таким же обломом, как и я, потому что данные очки вам просто по физиологии не подойдут на ваше лицо. Что же касается Caddx, мне кажется, здесь им надо рассмотреть возможность какой-то модернизации вот лицевой маски, да, чтобы можно было эти маски менять, потому что сейчас в данный момент она имеет только вот такую вот выпуклость, да, или как это называется, выгнутость, да, и она садится только на определенный тип лица. К тому же у меня вот здесь вот
я, наверное, не говорил. Вот с этой стороны у меня есть очень сильные засветы со стороны висков и небольшой засвет со стороны переносицы. Ребят, очки на самом деле мне понравились, но, к сожалению, мне они не подходят. И я, наверное, все-таки остаюсь на своих Valksnail Avatar первой версии. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал, но рекомендую это сделать на Rutube, потому что все-таки YouTube в последнее время очень тяжело работает. И в плане загрузок роликов у него сейчас прям вот жесть полная. Поэтому подписываемся на Rutube, на Zen. Если вы прям противник данных платформ, подписывайтесь на YouTube. Не забываем про канал в Telegram. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи. Пока.